так как автору из-за отсутствия бюджета сложно сразу все объединить в одну серию. Поэтому эта документальная история будет разбита на несколько серий, на которые, надеюсь, у меня хватит сил. Что будет дальше? Продолжение в следующих сериях рассказа. Несколько товарищей стали участниками этих документальных событий, которые развивались 2 недели. Где пришельцы? Все это время пытались контактировать с участниками рассказа. Надеемся на комментарии от других участников событий. Серия номер 1. Прибытие. Неопознанный летающий объект. 1989 год. Дело было поздним зимним вечером, когда морозы доходили до 50 градусов. Юго-Восточная Сибирь, Ханты-Мансийский округ, Свердловская область, поселок Новоселово. В этой маленькой деревне, окруженной бескрайней тайгой и посередине которой протекает река Тавда, находился небольшой батальон численностью до 300 человек. Солдат и офицеров. После службы солдаты вернулись в свой батальон. Там, где производился подсчет солдат, проверялось оружие и сдавалось в оружейный склад. День не предвещал ничего странного. В общем, обычный распорядок дня: служба, ужин, отдых и отбой по расписанию. Но все резко изменилось. Когда сержанты и солдаты, войдя во внутренний двор своего батальона, вдруг все резко и одновременно повернули головы к небу, где над ними стоял неизвестный тарелкообразный объект огромных размеров. Тем временем несколько товарищей, закончив дневную службу, в это время находились в здании столовой и обсуждали сегодняшний день, где уже их ждали такие же участники рассказа, как и они, старший столовой. Хлеборез Серик и фельдшер, это медик батальона, рассуждали за кружкой чая. Как близок дембель. Громко смеясь. Иногда после горячего чая выбегая на улицу, чтобы по-быстренькому покурить. Так как морозы уже были крепкие, и не особо хотелось мерзнуть долго с сигаретой на улице. Или еще что хуже. Что-нибудь себе отморозить. Но вдруг на дворе поднялся гул и шум людей. Все товарищи из столовой выскочили на улицу, думая, что же произошло. Кто-то сказал: может, произошла какая-то драка. Поскольку разборки в армии не были новостью, они смотрели на толпу пришедших со службы солдат, которые все тыкали пальцем в небо и кричали: что это? Го! Ух ты! Ну и дела, что же это? И тут выбегавшие товарищи тоже удивились, глядя вверх на этот летающий объект, который бесшумно стоял над ними. От паники кто-то снова побежал брать оружие. Попытаться направить оружие в этот объект, чтобы от страха защитить себя. Но старшие товарищи вовремя остановили их, громко говоря: вы что, с ума сошли? Посмотрите, какого огромного размера этот объект. А если он по нам пальнет из своего оружия, то от нас и мокрого места не останется. Рассудительно объясняли старшие товарищи по службе и сержанты. И тогда вся собравшаяся толпа объединилась как бы в одно целое мыслящее творение и стали уже внимательно, думая, рассуждать. Обсуждать, глядя на небо, где стоял неизвестный предмет, освещая место, где они находились, ярко освещая 3 лучами света на этом месте, там, где стояли люди, наблюдая за объектом. Один цвет был ярко-желтый и 2 луча туманного цвета, примерно так же, как когда летит самолет. И за ним идет дымный, туманный след, это был луч света из окон летающей тарелки. Только в этом случае было видно абсолютно все, куда светил луч света. И все настолько отчетливо видно было от этих лучей света, что становилось как-то не по себе. Некоторое время тарелка наблюдала за людьми, направляя лучи света в разные стороны, как будто что-то искала или что-то выбирала. И этого времени всем хватило, чтобы подробно рассмотреть этот объект.
А затем сначала постепенно, но потом с резким всплеском. Улетела в сторону тайги, где, по нашим предположениям, и приземлилась, оставив за собой в небе короткую светящуюся полосу. Поскольку это место освещалось темно-красным цветом, примерно так, как в те годы фотографы включали красный свет для проявления фотографий, то и та часть тайги, куда, по нашему мнению, тарелка приземлилась, горела именно таким темно-красным светом, который так неприродно и удивительно красиво ярко горел, что все особо обратили на это внимание. Цвет редкого вида. Темно-красно-пурпуровый свет. Кажется, все закончилось. И все постепенно стали расходиться. Каждый стал заниматься своим делом и обсуждать злободневную тему. Рассказывать друг другу, кто что увидел яснее. Сколько иллюминаторов было в этом объекте в виде тарелки. Как может такой огромный объект стоять без шума, просто паря в небе в том месте, где они находились, и также бесшумно он улетел. Начали рассчитывать то место, где объект приземлился. Как светло было от этих лучей света, когда объект стоял над нами, и как необычайно ярко светило, горело то место, где объект приземлился.